Всем привет! Это небольшой гайд по игре Pathfinder Wrath of the Righteous. В нем я расскажу, как кастануть ускорение и другие полезные заклинания с длительностью 1 раунд на уровень, так, чтобы они длились 24 часа. И поехали! Во всех способах нам понадобятся мифические способности долговременные заклинания и долговременные заклинания плюс. Они увеличат длительность заклинания с 5 минут до 24 часов. Заклинания, с которыми мы будем экспериментировать, имеют длительность 1 раунд на уровень, то есть 6 секунд на уровень, а на 20 уровне это 2 минуты. С метамагией длительное заклинание это 4 минуты. Таким образом, чтобы получить заветные 5 минут, нам необходимо кастовать заклинание 25 уровня. Есть несколько способов это сделать. Самый простой – это выбрать класс мага с подклассом мастер заклинаний. Его способность фокусированные заклинания увеличит уровень на 4. Еще один уровень мы получаем от мифической черты мастерство школы магии. На 20 уровне мы сможем произнести 3 заклинания 25 уровня. Второй способ чуть посложнее, и заклинание у нас будет всего одно, заранее выбранное, но кастовать мы его сможем большее количество раз. Берем любого кастера с техниками арканиста. Я предпочитаю арканиста с подклассом бурый мастер трансмутации, и в качестве техники выбираем могущественную магию. Теперь с мастерством школы магии мы можем кастовать заклинание 23 уровня. Еще 2 уровня нужно добирать чертой привычное заклинание. Таким образом, выбрав привычным заклинанием род гениев, можно кидать этот баф на сопартийцев, и он будет висеть 24 часа. Далее берем мифическую способность элементарное переполнение и идем взрывать врагов с 1-2 попаданий. Третий способ – это ведьма-стражница Лей-линий и ее энергетический всплеск. Этот способ мне не нравится по 2 причинам. Энергетический всплеск не показывает, на сколько уровней будет поднято кастуемое заклинание, то есть это всегда рандом. Вторая причина – в книжке ведьмы нет нормальных бафов с маленькой длительностью. Ну, разве что покровителям брать проворство и получать заклинание ускорения. Следующий способ касается божественных кастеров. Берем 19 уровней Преста и 1 уровень мага-мастера заклинаний, а также любимое заклинание. Работать будет, правда всего 1 раз в день, да и достойных божественных заклинаний с небольшой длительностью особо нет. Следующие способы несколько проще, но работают они только с главным героем. Выбрав мифический путь ангела или лича, вы можете совместить их книги заклинаний с вашей книгой божественного кастера для ангела и мифического кастера для лича соответственно. Уровень кастера будет равен уровню вашего персонажа плюс его мифический уровень кастера до 30 уровня максимум. Также личу дается темный церемониал, который значительно упрощает все описанные выше процедуры. Еще один путь – это стать легендой и выбрать подкласс мистического теурга. 15 уровней мага, 15 уровней преста и 10 уровней теурга. Вуаля, 2 книги заклинаний с 25 уровнем кастера. И тут вы ограничены только количеством слотов в книге заклинаний и вашей фантазией. Такой себе монстр баф-бот. Теперь я покажу вам несколько заклинаний, которые стоят всех этих жертв. Первое и самое ценное, на мой взгляд, это ускорение. Легальный спидхак, объяснять его полезность, думаю, не стоит. Я, как любитель большого количества петов в партии и швыряния в них фаерболами, на второе место поставил огненное клеймо. 1d6 урона и иммунитет к вашим заклинаниям огня всем сопартийцам – это очень бодро. Оба этих заклинания – это заклинания школы трансмутации. Далее идут бафы танка, такие как Марево и Высшая невидимость. Они тоже будут вешаться на сутки, если брать мастерство школы магии иллюзии. Следующий блок – это селф-бафы. Род гениев, почувствовать уязвимое место и трансформация. Если вы играете буром мастером трансмутации, то род гениев и трансформацию можете кидать на своих сопартийцев. Как это работает? Берем ножик с уроном от элемента, желательно не с одним. Кастуем на себя или соседа 4 раза разный род гениев, огненное клеймо. Из каждого попавшего удара мифическая черта элементарное переполнение будет срабатывать не менее 3 раз. Только обратите внимание, в какой очередности вы накладываете эти бафы. Если у вас ножик, например, с уроном огнем, то сперва вы накладываете что-то неогненное, например, джина. Потом накладываете огненного ифрита, потом шайтана, потом огненное клеймо. Урон чередуется, переполнение срабатывает. Если кинуть все огненное подряд, работать будет хуже.
Из божественных спелов можно выделить следующие. Божественная мощь, всякие нимбы, аура святости, погребальное оружие, ну и опять же род гениев. Почти все это селф-бафы, и гнаться за ними нет особого смысла. Про друидов, бардов и прочих паладинов я рассказывать не буду, логику вы поняли. На этом я заканчиваю свое повествование. Автор старался. Если вам понравилось, вы знаете, какие кнопки нажимать. До встречи в следующих видео.